Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня у меня вкусный, быстрый и простой в приготовлении торт. Без духовки, на обычной сковороде. Для теста понадобится 3 яйца, пол чашки сахара, немного соли. С помощью миксера взбиваю в пышную пену. Когда масса стала вот такой вот воздушной, сахар растаял, достаточно. Беру чашку кефира комнатной температуры, чайную ложечку соды с небольшой горкой. Все вот так вот быстренько размешиваю. И сразу же выливаю яичной смеси. Также добавляю 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешиваю с помощью миксера на невысоких оборотах. Вот так вот аккуратненько. В миску просеиваю чашку муки и 4 столовые ложки какао. Перемешиваю на небольших оборотах. Убираю со стенок. Вот какое тесто получается. Оно довольно жидкое, но так и должно быть. Тесто делю на 3 равные части. По сусекам поскребу, по амбару помету. Вот так вот. Идеально. Хорошо разогретую сковородку смазываю растительным маслом, совсем чуть-чуть. Выливаю часть теста, плотно накрываю крышечкой, делаю самый минимальный нагрев, который только можно, и выпекаю 8-10 минут. Когда на поверхности крышки собирается конденсат, друзья, лучше его убрать. Я это делаю с помощью бумажного полотенечка. Вот так вот. Ух, красиво, правда? Кстати, эти коржи не нужно переворачивать. Готовность можно проверить вот так вот, нажав пальчиком. Или же зубочисткой. Все прекрасно пропеклось. Как я уже сказала, коржи не нужно переворачивать. Выкладываю на решетку, чтобы остыли. Вот такая красота, друзья. Ну а я продолжаю. Сковороду немного смазываю растительным маслом и вливаю часть теста. И вот такие коржи получаются на обратной сторонке. Смотри, я покажу даже, какие они в серединке. Видно? Очень пористые, они вкусные просто сами по себе. Крем проще не придумаешь. Полкилограммчика творога, у меня 9% жирности. И 1 банка вареного сгущенного молока или ириска. Измельчаю с помощью блендера. Класс! Когда крем хорошо измельчен, он получается вот такой вот гладкой, воздушной консистенции. Если вдруг вам попался очень крутой такой сухой творог, можете добавить смело 2 столовые ложки сметаны. Тоже будет очень хорошо. Когда коржи остыли, с помощью формы, диаметр 20 сантиметров, обрезаю их. Краешки мне понадобятся позже для украшения. Так проделываю со всеми коржами. Оп! Ну вот, можно собирать торт. Блюдо, форму, корж. Визуально крем делю напополам и выкладываю. Крем-брюле. Вот. Распределяю. Снова корж. И вторую часть крема. И заключительный 3-й корж. Я его перевернула на другую сторонку. Торт ставлю в холодильник, а этим временем займусь глазурью. Мне понадобится 4 столовые ложки сахара без горки, 3 столовые ложки какао, перемешаю. И сюда же 3 столовые ложки сметаны, такие хорошие ложечки. Ну, как-то так. Снова все хорошо перемешиваю до однородности. Ставлю на огонь. При постоянном помешивании довожу до кипения. Смотрите, какая красивая. Такая пенная-пенная. Закипела, прогреваю ее еще несколько секунд. Она немножко еще загустеет. Снимаю с огня. И добавляю 50 граммов сливочного масла. Масло растаяло. Глазурь получается очень блестящая и красивая, ароматная.
Немножко остужаю. Оставлю немного глазури, чтобы потом украсить бока торта. Достаточно. А еще чуть-чуть. Достаточно. А потом мне что-то съесть. Я тебе сейчас ковшик дам. Повлызывать. Пооблизывать. Да. Вот так вот, друзья. Вот такая красота получилась. Торт получается очень мягким, нежным, сочным. Торт накрываю пищевой пленкой и ставлю в холодильник. Желательно на ночь, друзья. Ну что, друзья, достаем торт из формы. Ту-ду-ду-ду, ту-ду. Вот такая красота, друзья. Сейчас подправим бока торта. Обрезки я измельчила. Вот такую вот крошечку. И сейчас пройдусь по боковушечкам. Вот так вот. Тортик получается мягким, сочным, с очень гармоничным вкусом. Не могу держаться. Вкусно. Всем приятного аппетита, бо это мой кусочек. На, ты. Ну, конечно. Очень вкусно. Попробуйте приготовить. Никто и не догадается, что вы его испекли на сковородке. Ставьте лайки, друзья, комментируйте. До скорых встреч. А я еще кусочек.